Мне нравится Ирландия и ирландцы, потому что у них все по-своему. Сегодня мы приготовим классический сэндвич, классический бутерброд, который ели студенты, школьники и рабочие. То есть это классика жанра, и если ты находишься в Ирландии, либо ты хочешь почувствовать частичку Ирландии у себя на кухне, то ты обязательно должен приготовить. Ингредиенты могут быть из вашей страны, то есть. А я покажу классику, которая была придумана где-то в 70-е годы, и вот рабочие, все остальные кайфовали от этого сэндвича и по сей день кайфуют и готовят его у себя на кухне. Нам понадобится классика, это хлеб Бреннанс ирландский. Дальше нам понадобится классика, old school и гордость тоже Ирландии. Это Kerry Gold. Это масло, которое сливочное импортируется по всему миру. Это считается эталон масла. Это очень вкусное и классное масло. И, конечно же, классические чипсы Tato со вкусом. Эти вкусы, конечно, для нас необычные. Особенно один из них. Это соль с уксусом. Вот так вот он выглядит. И следующая классика, которая была приготовлена впервые с этим сэндвичем, да, это у нас cheese onion, то есть сыр с луком. Впервые именно вот этот сэндвич был приготовлен с вот этим вкусом чипсов, считается классикой. Соль с уксусом это больше уже английская, великобританская тема. Там тоже любят этот сэндвич, но его немножко изменили. Я показываю именно классику, ребята, классику жанра. Сейчас этот сэндвич уже видоизменили, там можно и добавлять и шинку, и сыр отдельно, и поджаривать тост. То есть там уже, понимаете, да, идет апгрейд. Но я покажу сегодня классику, которую ели в 70-е годы студенты, школьники и обычные рабочие. И просто люди на кухне и кайфовали от этого сэндвича. Мы сейчас его приготовим, попробуем, а вам уже решать, готовить или нет. Но я советовал бы приготовить и просто погрузиться немножко, да, в ирландскую культуру. Tato чипсы, ребята, это легендарные чипсы ирландские. И как вы думаете вообще, да, вот видите, это классика жанра, это первый вкус, который был вообще создан на планете Земля, это первые чипсы, которые были созданы со вкусом. И это вкус был сыр с луком, то есть cheese onion. И созданы они были в Ирландии в 1954 году. То есть вы понимаете, что до этого чипсы были просто со вкусом картошки, либо просто посыпаны солью. Все. В Ирландии, да, это все создал этот человек. И первая классика, первые чипсы, которые люди попробовали со вкусом, были созданы из ирландской картошки ирландцам. И первый вкус, да, это был сыр с луком. Вот это вот классика, которая неубиваемая. А сам сэндвич уже был создан этим же создателем, да, этим же человеком. И мне кажется, все-таки вот это все, да, это все-таки уже такое народное творчество. Мне кажется, что он просто подхватил это и уже распиарил. Это лично мое мнение, потому что ирландцы, мне кажется, на кухне, они в те годы, в 70-е, 80-е, они были не богатые. И поверьте, вот этот сэндвич, который сейчас я приготовлю, это классика, это культурный код, это идентичность ирландская. И мне кажется, что вот это, когда они готовили это на своей кухне, либо покупали, да, либо студенты между парами хавали, это было реально роскошь, это было... Им это нравилось, раз, и два, не каждый мог себе это позволить. Не каждый мог себе все вот этот набор позволить в те времена, потому что ирландцы жили тогда не так успешно, как сейчас. И вот этот old school, да, классика, которая осталась, ирландцы сейчас по сей день его готовят, едят. Понятное дело, он уже изменился. Там уже и добавляют и шинку, и хам, и каждый уже переделывает этот сэндвич под себя. Но не забываем про классику. Kerry Gold, сливочное масло, Бреннанс хлеб и, конечно же, классические чипсы, с которых и все началось. Это Tato, это лук с сыром. Все. Вот эти чипсы, это уже, да, salt vinegar, то есть соль с прекрасным, то есть не прекрасным для меня лично, да, уксусом. Это больше уже Великобритания, в ту сторону. Они любят вот этот вкус почему-то очень сильно. Ирландцы едят вот этот вот вкус, то есть первый в мире, вы не понимаете, да, то есть это сыр, лук, это первый вкус в мире, чипсы первые, которые были со вкусом. И вот по сей день Tato это делает, и сейчас
Мы потом откроем, да, эти чипсы, знаете, чем хороши? Они нарезаны очень тоненько. Очень тоненько, мне очень это нравится, они очень сильно хрустят. То есть ирландская картошка, здесь вот, например, есть карта и указано, в каких регионах, то есть в каких каунти, да, выращивают картошку для вот этих прекрасных чипсов. Ну что, приступаем к готовке. Ну что, приступаем к приготовлению этого чудесного, классического, олдскульного сэндвича ирландского. Открываем хлебушек Бреннанс. Так, аккуратненько все. Достаем 2 ломтика хлеба. 2 ломтика хлеба. Беленький, мягенький, нарядный такой. Отодвигаем это пока в сторону. Открываем масло Kerry Gold. Kerry Gold, ирландское 100% масло. Ребята, сделано на территории Ирландии. Его экспортируют по всему миру. В Америке вообще его обожают. И мажем, ребята, мажем 2 кусочка тостового хлеба. Вы можете у себя в стране купить свой тостовый хлеб, свое любимое масло и свои даже чипсы, да, с любым вкусом. Просто попробовать, как вам зайдет это или нет. Намазываем. Намазываем. Перед этим, конечно, масло нужно оставить в комнате, чтобы оно немножко, конечно же, подтаяло и было легко мазать. Потому что если вы возьмете с холодильника, вы просто порвете хлеб, и как бы это будет не слишком красиво. Плюс сейчас многие поджаривают уже тост в тостере, да, и просто уже ложат и мажут на тост. Так намного, конечно, легче, но это не классика, ребята. Это не классика. Мы хотим перенестись туда, в 70-е годы Ирландии и кайфануть так же, как тогда кайфовали ирландцы, когда они впервые, вдумайтесь, 70-е годы, чипсы со вкусом. И придумывают вот такой вот сэндвич, народный сэндвич, просто народный сэндвич. По-другому я не могу назвать этот сэндвич никак. То есть ирландцы придумали что-то для себя, что-то, знаете, это как у нас, да, сало, понимаете, для украинцев, либо борщ, да. Вот для них, у них кухня, ну, я скажу, такая обширная, просто мы стараемся, да, слишком туда не углубляться, а потихоньку ее изучать, потому что от своих привычек трудно, да, как-то отказаться от своей кухни, и все-таки, да, мы здесь, в Ирландии, находясь, равно готовим в большей своей мере и в процентном соотношении свои, конечно же, рецепты, да, и кушаем, стараемся свою кухню, но нужно не отставать и нужно изучать ирландские традиции, ирландскую кухню, уважать ее, потому что, живя в Ирландии, в другой стране, ты приехал, ты гость, и ты обязан просто изучить их идентичность, изучить их кухню, правила, законы, традиции. Я намазал, ребята, хлебушек, смотрим, вот так вот это должно выглядеть. Намазали. Теперь мы что делаем? Мы открываем чипсы Тейто. Вкус у нас сыр с луком. Мы и берем просто, накладываем. Вообще, по-хорошему, нужно высыпать вот так вот. Они высыпают прям полностью всю пачку. Вот так вот добротно просто высыпают. И просто вот так вот накрываешь, аккуратно накрываем. Вот так вот, все. Немножко прижимаем, совсем немножко. И наш классический, олдскульный, традиционный Тейто сэндвич, либо Тейто бутерброд по-нашему, готов. Смотрите, на этот шедевр, на это величие, на это великолепие, на то, как люди раньше здесь жили, да, и кушали его. Давайте разрежем его. Посмотрим в разрезике, ребята. Это вам не сэндвич, то есть это вам не ваши прекрасные стейки. К стейкам мы еще дойдем, а начнем мы с классики. Вот он в разрезике, вы смотрите. Надеюсь, фокус наводится. Вот так он выглядит. Сейчас мы его попробуем и просто по-своему кайфанем. Ребята, вот она традиционная еда, традиционный перекус, закуска ирландская. Ну что, полетели. Блин, ну очень необычно. Кстати, за 3,5 года я уже живу в Ирландии, я впервые его пробую. То есть для меня это тоже такой же первый опыт, как и для многих. Так что я его не пробовал. Я много-много раз хотел его приготовить, но все никак. Тут решил просто поделиться и рецептом, и показать классику, рассказать немножко историю, и самому же, да, попробовать
Это классический бутерброд Тейто с чипсами. Очень так маслянисто, потому что сливочное масло от Kerry Gold очень, ну, такое, знаете, воздушное, нежное, классное. Хлебушек мягенький, очень мягенький, прям тоже воздушный. Ну и чипсы придают максимально вкус, вы понимаете, да? И лук, и сыр хорошая. Мне, честно скажу, если это где-то просто в пабе под пивко, это идеально. Идеальная закуска чисто в пабе под пивко. Честно вам скажу, вообще, без всяких приколов, это вообще под пинту Гиннесса было бы идеально. И еще один момент, все-таки нужно было меньше ложить самих чипсов. Я положил бы меньше. Вот из этой маленькой пачки я положил бы третью часть. Это было идеально. А так я положил больше половины. Прям большой такой, знаете, насыщенный вкус именно чипсов. То есть, ну, солености. Знаете, хочется немножко меньше солености, чтобы распробовать масло. То есть оно переплетается все, и тогда, ну, намного круче. Так что имейте в виду, лучше ложите третью часть вот этой маленькой пачечки. А лучше вообще положите там, не знаю, больших 5-6 штучек, да, и будет идеально для начала. Вот такой вот сэндвич получился. Я же говорю, для быстрого перекуса. В те годы я представляю, какой вообще взрыв, бомба у них была во рту. Осознание того, чипсы со вкусом, масло, все это вместе. То есть люди экспериментировали в те времена. И для них, конечно, это была, ну, бомба, которая взорвалась в голове. То есть это что-то новое, что-то классное, что-то необычное. И сейчас уже нас, людей, трудно чем-то удивить. А раньше люди, поверьте, удивлялись, и это удивление было настоящее. И жизнь была проще. Каждый не пытался перед друг другом, да, высыкивать, выпрыгивать. Но все просто жили, дружили с семьями, друзьями, соседями и как бы, да, кайфовали просто от жизни. А сейчас, конечно, немножко все изменилось. Сейчас уже другие, да, традиции, другие правила, другие законы жизни. Но мы не про это, а про то, что ирландцы молодцы, оставили свою классику, идентичность, культуру. И до сих пор по сей день гордятся ней, пропагандируют ее и всем показывает. И даже вот, да, если ты приедешь, то обязательно тебе скажут: попробуй этот сэндвич, попробуй Гиннес, там, съезди туда, попробуй этот наше блюдо. Они показывают, что для них это важно. Пишите в комментариях, как вы считаете, прикольный сэндвич или нет, пробовали вы это или нет, и вообще понравился вам такой формат и видео. Если да, то поставьте лайк, оставьте комментарий и поделитесь этим видео с теми, кто собирается в Ирландию, либо хочет что-то узнать полезное и интересное про Ирландию. Я думаю, этот ролик многим зайдет. Всегда на связи, держу в курсе. Неплохо.